Я же еще работаю детским аниматором. И дети иногда говорят взрослые вещи, и ты не совсем понимаешь, что они на самом деле имеют в виду. У меня был как-то праздник, 5 детей, 5-летних, 4 мальчика, 1 девочка. И в какой-то момент именинник показывает на девочку и говорит: это моя невеста. Я думаю, это очень мило, классно. Думаю, супер. Тут сидит его друг рядом, говорит: а мы с ней целовались. Я думаю, блин, ну что ты делаешь? Ну куда ты, я почти за свадьбу договорился. Ну что ты, мне уже задаток давали. Но друг не растерялся, говорит: а я с ней сексом занимался. Чувствуете, как это буквально за несколько секунд уровень сексуальной образованности у детей вырос в разы. Я просто охренел. Я думал, третий друг скажет: а она мне в жопу давала. Потому что все было неожиданно. Я бы уже не удивился и этому, понимаете? Но он не это сказал, но весьма неплохо тоже. Он сказал: а он со всеми в садике сексом занимается. Я думаю, Манать, а что у вас за садик такой? Вы как вы там буквы учите? Типа, дети, сегодня учим букву О. Буква О. Оргия. Кому непонятно, смотрим на картинку. Очень интересно. Самое сложное, кстати, в этой работе — это работа с ивент-агентствами, которые пытаются нажиться там, где и нажиться особо негде. Уже там, когда низ цен, мне как-то, давненько уже было, знакомые с ивент-агентства пишут, типа: проведешь детский праздник? Я говорю: да. Они говорят: очень надо. Я говорю: да. Сколько денег? Они пишут: 250. Это уже мало. Еще давно это уже было мало. Да. И он мне пишет следующим сообщением: надо бы за 200. И я такой, типа, 250. И он мне больше ничего не ответил. Видимо, знаете, такой: ты слишком много о себе возомнил вообще. Что ты себе думаешь? Я думаю, он, в принципе, много так переговоров ведет. Представляете, он где-то в клубе к девушке подходит: сделаешь минет, подарю новый iPhone. Но надо бы за Huawei. Это я с девушкой, встречался когда-то. И я работал детским аниматором, и что-то случилось. И появился бывший у нее, не у меня. У нее появился бывший, все пошло наперекосяк, и, я там что-то грустил, и мне позвонили с компании детской анимации, где я работал, и говорят, типа: а что грустный такой? Я такой: да все нормально, тебя никто не обидел? Я такой: да нет, все нормально. Такие: смотри, если, кто обидел, мы приедем, голову отрежем. Детские аниматоры у нас нормальные? Приедем, голову отрежем. Не хотите себе таких заказать по городу? Типа: алло, здравствуйте, сколько стоит детский праздник? 1500 час. Хорошо, мы берем. Но вы смотрите, если что будет не так, мы приедем, вам голову отрежем. Такая фирма у нас серьезная. Вообще, кстати, подумал, была бы очень крутая разборка, представляете? Если бы я согласился, такой: надо, да, надо. И приезжают все наши, там, клоун Жужа, крокодил Гена, Аладдин. Все это. Детская версия неудержимых приехала. И такая: а кто это тут у Сашки девушку увел, а? А кто это тут такой с пухленькими щечками? Единственная разборка, которая закончилась бы выносом торта, да? Но, кстати, это самая крутая компания была бы для разборок, согласитесь. Потому что тип, которого ты такой компанией отпиздишь, он же не соберет своих друзей на ответку. А что он им скажет? Чуваки, меня отпиздил Лунтик. Не мотивация, согласитесь.